Всем привет! Меня зовут Влад, и сегодня я покажу, как передавать данные из Мегаплан в Google Sheets. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные по вашим клиентам и заказам из Мегаплан в другие системы. Например, в Google Sheets вести учет ваших клиентов и удобно взаимодействовать с ними. А теперь перейдем к настройке. Для начала нужно создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Мегаплан. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Загрузить клиентов новых». На данном этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Мегаплан к системе Apex Drive. Для начала необходимо указать домен. Для этого необходимо перейти в систему Мегаплан. Копируем домен из адресной строки. Обратите внимание, что домен нужно копировать без дополнительных символов. Теперь необходимо указать логин и пароль пользователя Мегаплан. Кликаем «Сохранить». После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Для данного действия дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто пропускаем этот шаг и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные по одному из ваших клиентов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных Мегаплан успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Теперь необходимо указать действие «Добавить строку». Далее необходимо подключить ваш аккаунт Google Sheets к системе Apex Drive. Вводим ваш логин и пароль. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом. После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать файл и лист, на который будут передаваться данные из Мегаплан. Если ранее вы давали название своим колонкам, они подтянутся в скобках возле каждой из них. Для того, чтобы назначить переменную из Мегаплан в колонку, кликните в нее и выберите необходимую переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную.
Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!